С утра мы встали, и еще до завтрака я запустил дрон, чтобы поймать утро на Рорайме. Рорайма – одна из самых древних гор на планете, сформированная более 2 миллиардов лет назад. Ее плоская вершина и крутые отвесные стены – результаты миллионов лет эрозии. Тяжело представить, что Рорайма пережила не только динозавров, но и миллионы лет эволюции, изменившие Землю. Плоская вершина горы – словно остров, отрезанный от другого мира. Здесь время как будто бы остановилось. Вся вершина покрыта водоемами и уникальными скальными образованиями. Она настолько большая, что на ней существует несколько различных экосистем, и каждая часть вершины имеет свои микроклиматические условия. Мы быстро позавтракали и пошли исследовать плато. Первая остановка была Ля Вентана, что переводится как окно. Обычно ее посещают с утра, пока она не покрыта облаками. Марио выдает нам обед. Так и живем. Так и У живем. меня стул наладился. На камнях. На таком обеде. Место так называется, потому что около обрыва скалы образуют окно в пропасть больше километра. По преданиям местных индейцев Пимон, Ля Вентана – это портал между мирами. Они верят, что через него можно увидеть духов, охраняющих гору. Здесь можно постоять на краю, и из-за высоты и резкого обрыва ощущение будет, что ты стоишь на краю мира. Это очень страшно. Ля Вентана – одна из самых высоких отвесных стен на Земле. Вертикальная стена превышает 1000 метров, а это больше, чем 3 Эйфелевые башни, поставленные друг на друга. Конечно, с такими видами мы не могли не пошутить. Давай, братуха, держись! Не могу больше. Друг, не могу держаться. Друг, Друг, держись. Нет. Держись. Друг, помоги. Ну что, пора запускать дрон? В какой-то момент пришли облака и закрыли окно плотной стеной, а мы пошли дальше. Следующая остановка была водопад Сальто Кафедрал или водопад Собор. Водопад не спадает с отвесной стены, которая напоминает огромные колонны или фасад средневекового собора. Вода отсюда уходит на одну из сторон горы и создает там водопад. После водопада мы зашли в лабиринт дьявола, El Labirinto del Diablo. Миллионы лет дождей, ветров и времени вырезали этот лабиринт, и теперь эти скалы похожи на древние руины. Думаю, место выглядит еще более прикольным вечером, когда его окутывает туман и добавляет мистичности. Мы походили по лабиринту и пошли дальше до следующего места – джакузи.
Это небольшие природные бассейны, в которых вода фильтруется через пористые горные породы и попадает сюда уже идеально прозрачной с очень интересными цветами. Ну что, попробуем искупаться? Вообще не холодно! Это одно из самых необычных мест для купания в мире. Что-то типа бассейна с видом на край света. На Рарайме есть много мест, усыпанное кварцевыми кристаллами. Их можно найти под ногами, в воде, на камнях, пещерах, в общем почти везде. Одно из таких мест – Эль-Пасо де лос Кристал – дорога кристаллов. Кристаллы создают впечатление, будто земля покрыта драгоценными камнями. Представьте, вы идете и под ногами, как снег, хрустят кристаллы. Кстати, забирать их с собой нельзя. В последний день в Параитепу местные рейнджеры проверяют вещи туристов, чтобы камни не растаскали. Если найдут, то выпишут штраф на $1000 и уволят гида. После этого мы вернулись в лагерь, отдохнули, перекусили и уговорили Марио дойти до расщелины Гуачура или Лагриета де лос Гуачура, которая была немного в стороне. Еще прикольно, что здесь почти везде есть вода. Куда ни пойдешь, везде водопады, везде ручейки. Очень прикольно. Сейчас покажу. Мы дошли до Лагриеты. Она очень классная. Сейчас покажу. Название Гуачера происходит от местных ночных птиц, известных своей способностью ориентироваться в темноте посредством эхолокации, как летучие мыши. Кстати, они единственные в мире ночные птицы, которые питаются фруктами. К сожалению, увидеть их нам так и не получилось. Местные жители рассказывают, что грот Гуачера – это не просто природное образование, а место, где можно услышать шепот древних духов. Не знаю насчет духов, но в какой-то момент ловишь себя на мысли, что вдруг в этих пещерах и правда прячется что-то большее, чем просто птицы. После расщелины мы пошли в пещеру кристального глаза Куева Оджа де Кристал. Пещера с кварцевыми стенами, которые сверкают при свете фонарей.
Итак, друзья, конечно, офигенная гора. Нигде я еще такого не видел. Один день это очень мало. Если кто пойдет после нас, берите 2 дня. Мы дошли до пещеры кристаллов. Погружаемся вниз. Мы одели фонари, и нам пришлось прям залезать в пещеру. Кристаллы были везде. Интереснее всего отблескивали в свете кристаллы на потолке. Это и был сам кристальный глаз. Мы прошли до конца, и Марио предложил выключить свет и посидеть в темноте, слушая пещеру, что мы и сделали. Полная темнота, звуки пещеры и плюс необычность природы Рораймы создавали какие-то новые ощущения и давали возможность каждому из нас помедитировать или подумать о чем-то своем. После пещеры мы дошли до края Рораймы, где была еще одна смотровая площадка с видом на отвесную стену горы и соседнюю вершину Матауи. Уже наступал вечер, и мы пошли обратно к лагерю. На вершине Рораймы существует уникальная экосистема с эндемичными видами растений и животных, многие из которых больше нигде на Земле не встречаются. Почва на вершине горы в основном не обладает питательными веществами, поэтому благодаря эволюции многие растения приспособились и стали растениями-хищниками или бромелиями. Первые питаются насекомыми, а вторые берут влагу и питательные вещества из воздуха или воды. Почти все растения могут жить только тут, в своей экосистеме. Если их отнести вниз, даже в Параитепуй, они умрут. Одно из самых красивых растений, которое понравилось мне, это росянка рораймская или Дросера рорайма. Это растение-хищник. Насекомые садятся на листья с росой и прилипают, после чего растение обволакивает и переваривает его. Все здесь необычно, даже песок. Песок на Рорайме розовый, из-за высокого содержания минералов и кварца с примесью окисленного железа, дающего розовый оттенок. Кстати, его почти нереально отмыть с одежды. Я свою футболку не отмыл. На Рорайме есть уникальные виды лягушек, которые можно встретить только тут. Одна из самых знаменитых – это черная лягушка Рораймы, или Арфинелла квелчи. Я всю дорогу мучил Марио, где же можно найти эту лягушку. И он сказал, что дождя не было уже второй день и найти будет сложновато. И я уже подрастроился, как вдруг... Мы наконец-то нашли лягушку Рораймы. Кожа лягушки очень чувствительная, и поэтому надо мочить руки перед тем, как ее взять. Эти лягушки настолько ленивые или умные, что почти не прыгают, а буквально ползают. Все из-за того, что на плато почти нет хищников.
А их цвет – это просто шедевр природы, идеально вписывается в мистическую атмосферу Рораймы. Всем привет, сейчас 6 вечера, мы идем назад, мы посетили очень много мест, мы прошли 20 километров, мы устали, как обычно, и идем назад. В общем, эмоций много, но устали и тяжело эмоции выражать. Мы вернулись в лагерь, где наши гиды приготовили нам шоколад. No más sugar, no más sugar. No más. One number, two number. The same. Ребята принимают заказы на шоколад. Некоторые не хотят сахара, некоторые не хотят молока с шоколадом, а просто шоколад хотят. Просто вот чистый шоколад. Вот такие дела у нас тут. Очень тяжело в походе. Вечером облака, создавая мистический туман, опять начали окутывать плато. Розовый песок с высоты дрона кажется розовыми реками, что добавляет еще больше сюрреалистичности в эту и так инопланетную картину. На следующий день нам предстояло спуститься с горы и пройти до лагеря Риотек, где мы ночевали в первую ночь. А это расстояние, которое мы прошли во второй и в третий день. Усталые, но довольные, мы легли спать.